Итак, сегодня я подготовил виртуальную машину для веба, скачал ее с сайта WoolNHub и уже установил на VirtualBox, пробросил сетевой мост. И сейчас с моей виртуальной машины на Kali Linux мы будем сканировать сеть, чтобы определить, на каком IP-адресе находится данная виртуальная машина. Виртуальная машина называется N7, и пока я говорил все это, выдача Nmap показала, что наша машина находится на адресе 192.168.1.4. Предлагаю воспользоваться немножко модифицированным скриптом Nmap, который выдаст нам немножко больше результата сканирования. Скрипт выглядит вот так. По сути, здесь две строки. В качестве параметра этому скрипту передается наш IP-шник. И вот мы видим результат. Теперь мы знаем, что у нас используется веб-сервер Apache версии 2.4 и машина наша на Debian. Давайте перейдем в браузере по нашей ссылке, и нас приветствует такая страница. Здесь всего лишь две кнопки в меню. Одна кнопка ведет на профиль. Давайте посмотрим ее исходный код. Возможно, тут будут какие-то подсказки. И давайте посмотрим исходный код на главной странице. Возможно, там оставили какие-то подсказки. Видим, что здесь тоже ничего критичного. И давайте перейдем в наш GoBooster, который проанализирует наши каталоги, чтобы узнать скрытые пути. GoBooster принимает несколько параметров. Один из них это наша ссылка и словарь. Дальше можно указать TXT, PHP, форматы, которые он будет искать. Видим, что мы нашли скрытую директорию exploit.html. Давайте перейдем, посмотрим, что в ней. И видим форму для отправки файла. Давайте попробуем загрузить туда наш скрипт. И видим, что сайт переадресовывает нас на localhost. За кадром я попробовал поменять файл hosts, прописать там IP-шник 192.168.1.14, но, к сожалению, сайт по localhost не открывается. Возможно, так и было задумано создателем виртуальной машины. Поэтому я не придумал ничего лучше, кроме как изменить путь для загрузки файла непосредственно в исходниках. Меняем наш localhost на IP-адрес нашей машины и загружаем файл повторно. Видим, что файл загрузился и сайт выдал нам первую половину флага. Давайте занесем ее в блокнот, чтобы не потерять. На этом моменте начался кромешный ад. После того, как я получил первую половину флага, было непонятно, что делать. Я 2 дня искал какие-то подсказки, какие-то наводки, какую-то информацию, которая могла бы как-то намекнуть, куда двигаться дальше, но, к сожалению, разработчик не предусмотрел ничего подобного. Пришлось воспользоваться подсказкой из интернета, где другие исследователи нашли страницу Enter Network. К сожалению, я не знаю, как можно найти эту страницу простым путем, так как ни один из встроенных словарей Kali Linux не имеет данной строки. Я поискал какие-то другие словари в интернете и, к сожалению, тоже не нашел ни одного словаря, который бы содержал данный путь. Ну что ж, допустим, мы нашли Enter Network, и, перейдя по этой ссылке, нас встречает поле для ввода. Здесь мы можем ввести username и password. Давайте перехватим наш пакет в бурпе. Вот он. Мы видим, что у нас отправляется пост-запрос на адрес. На какой-то адрес здесь я не вижу. Отправим его в repeater. И давайте начнем изучать этот пакет. Здесь сразу бросается в глаза то, что у нас к нашему пакету прикрепляется строка с куки. И есть такой интересный параметр, который называется роли, что намекает нам на роль какого-то пользователя. Давайте попробуем декодировать Base64, посмотрим, что он содержит. Он содержит вот такую строку. И я решил загуглить, что это за строка. Первый же сайт в Гугле говорит нам, что это хэш MD5. Он его сразу же декодировал, дешифровал. Здесь лежит строка admin.
Давайте попробуем ввести админ в качестве роли. И снова отправим наш пакет. К сожалению, ничего нового не произошло. Давайте двигаться дальше. Также у нас здесь есть куки с ключом user. Давайте декодируем его. И здесь лежит, на первый взгляд, непонятная строка. Первое слово в этой строке это argon 2i. Немножко погуглив, оказалось, что это какой-то очередной алгоритм хэширования. Можно детальнее ознакомиться на Википедии, но я зашел в Argon 2 Online. Это генератор хэша. Попробуем создать хэш. Видим, что сгенерированная строка очень похожа на ту, которую мы нашли в наших куки-файлах. Давайте попробуем загуглить название хэша и хак. Видим здесь ссылка на GitHub репозиторий с небольшим скриптом на Python, который брутфорсит данный алгоритм хэширования. За кадром я попробовал сбрутить базовыми словарями Kali Linux, и, к сожалению, декодировать данный хэш у меня не получилось. Заниматься полным перебором — это мазохизм. Я решил, что автор таска не стал бы идти на такие издевательства, и решил пройтись GoBooster по нашей новой найденной директории. Добавляем к нашей ссылке Enter Network и посмотрим, что выдаст нам GoBooster. GoBooster нашел admin.php. Давайте попробуем перейти и посмотрим, что нас там встретит. Данная ссылка возвращает нам сообщение, что эта страница только для администраторов. Никаких подсказок больше в исходном коде верстки я не нашел. Вспоминаем, что наши куки-файлы содержат ключ роли. Давайте попробуем вместо нашего base64 написать admin. Отправляем наш пакет и видим, что сайт вернул нам вторую половину флага. Возвращаемся в блокнот, чтобы объединить наши половинки. И получаем целый флаг. В интернете я видел решение данной задачи при помощи SQL-инъекции. В статье говорилось, что страница с авторизацией имеет данную уязвимость, при помощи которой автор и смог прочитать содержимое базы данных и найти флаг таким путем. Я считаю данное решение не совсем правильным, так как автором задумывалось разделение ключа на две половины. За кадром я еще пробовал найти путь к файлу, который мы загружали при помощи страницы exploit.html. К сожалению, GoBooster не нашел директорию, куда загружается данный файл. Возможно, он вообще не загружается, а эта страница просто фейк-загрузка. Данное задание мне не понравилось. Не совсем понятно, как автор хотел, чтобы мы искали адрес Enter Network, так как никакие стандартные словари Kali Linux или словари из интернета не содержат данный путь. Тем не менее, задание выполнено, флаг мы получили. Можно считать, что это командная работа.